Сегодня в нашей программе «Философия кухни. Философия государства». Знакомимся со страной утренней свежести. Секреты здорового питания. Почему у корейцев нет проблем с лишним весом. Неизвестное об известном. Что можно приготовить из лесного папоротника и садового колокольчика. Острый и вкусный. Почему для корейцев эти слова синонимы? В чем секрет корейского экономического чуда и как сериал «Жемчужина дворца» сделал корейскую кухню мировым хитом? Добрый день, друзья! В эфире программа гастрономических открытий и увлекательных путешествий «Кулинарная дипломатия» и я, ее ведущий, Максим Таборов. Сегодня мы отправляемся в страну утренней свежести. Ее жителей сравнивают с белыми лебедями, а еду считают одной из самых полезных в мире. Мы отправляемся в Южную Корею, а гидом в этом путешествии и хозяйкой на нашей кухне станет супруга чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в Беларуси госпожа Юн Йон Сук. Госпожа Юн Йон Сук родилась в столице Южной Кореи, городе Сеуле, по образованию филолог. Во время учебы в университете познакомилась с будущим мужем. Ее супруг, доктор политических наук, профессор Кан Вон Сик, в 2011 году был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в Республике Беларусь. Госпожа Юн Йон Сук является членом Минского международного женского клуба, активно занимается популяризацией корейской кухни и культуры. Имеет 2 дочерей. Старшая юрист, младшая студентка, специализируется на культуре Востока. Обе девушки увлекаются изучением иностранных языков. Сама госпожа Юн владеет английским и русским языками, увлекается музыкой, чтением книг, каллиграфией. В семейных отношениях больше всего ценит согласие. Верит, что любой знак внимания, каждая мелочь, хотя она и кажется незначительной, помогает созданию теплых отношений между членами семьи. Поэтому она любит, когда все домашние собираются для общения за одним столом. Что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить блюдо, которое называется бибимпап. Его основные ингредиенты – это овощи, рис и мясо. Сначала мы промоем рис. Промываем рис. Рис нужно промыть 3-4 раза, пока он не станет чистым. Сейчас нам необходимо добавить в кастрюлю 600 мл воды. Очень важно, чтобы вода полностью закрывала рис. Полностью, да? Как только вода под крышкой закипит, мы уменьшим нагрев плиты до половины и дадим рису 5 минут покипеть. Потом сделаем мощность совсем маленькой, и рис будет вариться полчаса. После чего оставим его под крышкой еще на 30 минут. Что мы будем добавлять? Мы добавим в него 5 различных овощей. Начнем с цукини. Их надо нарезать тонкими полукольцами. Почему мы решили готовить именно это блюдо? В переводе с корейского бибимпап – это рис с овощами вперемешку. Сначала все овощи по отдельности укладываются поверх риса. Потом добавляется специальный соус. Это выглядит очень красиво и аппетитно. Перед употреблением все компоненты перемешиваются. Это создает неповторимую гамму вкуса. С одной стороны, каждый компонент сохраняет свой характерный вкус, а с другой стороны, гармонично сочетается с другими ингредиентами блюда. Таким образом, через бибимпап отражается корейский менталитет и культура нашего народа. Taste of harmony. Bibimbap. А почему нельзя сразу перемешать все эти ингредиенты? Во-первых, потому что время приготовления овощей разное, а во-вторых, каждый ингредиент обязательно надо готовить отдельно. А почему корейцы выбрали такой необычный способ приготовления пищи? Корни этого явления в корейской философии. Корейцы считают, что все в мире едино. Все люди, предметы и явления отличаются друг от друга, но все они составляют единое целое, словно инь и ян. Бибимпап лучше всего отражает это единство. Для нас это блюдо – символ гармонии и единства. То есть мы не просто с вами готовим, а мы создаем гармонию. Да, Максим, вы абсолютно правы. Сейчас мы посолим кабачок. Для такого количества нам надо примерно 2 чайные ложки соли. Теперь мы выложим его на сковородку и слегка обжарим на кунжутном масле.
Кунжутное сезамовое масло получают из черных и белых семян кунжута. Оно имеет приятный вкус и запах с нотками ореха и кунжутного семени. В состав кунжутного масла входит много полезных компонентов и активных веществ, таких как витамины группы В, магний, фосфор, кальций, витамин Е. Статистика медицинских исследований показывает, что употребление 1 столовой ложки нерафинированного кунжутного масла в день повышает содержание кальция в организме в 3 раза. Кунжутное масло практически не горкнет и долго сохраняет свои полезные свойства. От масла аромат удивительный. Долго мы будем жарить? Нет, всего лишь несколько минут. А я вот посмотрел рис, он не такой рассыпчатый, как обычно варим мы. Это какой-то особый сорт? На Востоке есть очень много различных сортов риса. Вьетнамцы предпочитают длиннозерный рис, а мы используем круглый, короткозерный рис, который имеет вязкую консистенцию. Корейское слово «пап» означает «заваренные зерна». Чтобы правильно это сделать, надо соблюдать идеальную пропорцию между рисом и водой. А еще желательно использовать металлическую кастрюлю с тяжелой крышкой, которая не пропускает пар. Итак, кабачок готов. Давайте переложим его в отдельную тарелку. Блюдо достаточно сложное в приготовлении. А как часто вы готовите бибимбап дома? Это любимое блюдо моего мужа, поэтому я готовлю его 4-5 раз в месяц. Что мы будем делать дальше? Сейчас мы будем нарезать папоротник орляк на полоски по 3-4 сантиметра. Я думал, это какой-то специальный корейский продукт, который вы привезли с родины. Оказывается, вот этот папоротник растет прямо в наших белорусских лесах. Да, этот папоротник мы собрали именно в Беларуси. Здесь его очень много. В Корее тоже растет это растение, но не в таких количествах. Сейчас мы выкладываем папоротник на сковородку и обжариваем его так же, как и цукини. Папоротник-орляк – один из самых распространенных папоротников Беларуси. В древние времена активно употреблялся в пищу. Свое название получил от того, что на поперечном разрезе корневища представляют некое подобие орла. Молодые, еще не развернувшиеся листья и побеги растения, так называемые улитки, используют в пищу наподобие спаржи или маслин, а также заготавливают в маринованном виде. В нашей семье очень любят корейскую кухню, поэтому кроме бибимбап я готовлю много других национальных блюд. Какие корейские блюда вы готовите дома? Например, чапчхе и пульгоги. Я всегда делаю это с удовольствием и любовью. Мои блюда очень нравятся господину послу. Он всегда говорит мне слова благодарности, и это мои маленькие радости. А как вы оцениваете белорусскую кухню? Белорусская кухня мне очень нравится, в ней есть много замечательных блюд. А сейчас, Максим, мы начинаем готовить морковь. Какие блюда белорусской кухни вам нравятся? Первое блюдо, которое я попробовала здесь и которое мне очень понравилось, это, конечно, драники. Они очень похожи на наши картофельные оладьи. Вообще, мне кажется, что между нашими кухнями есть много общего, хотя они в то же время очень разные. Мы готовим очень много овощей, и все они очень разные. А как они будут сочетаться в одном блюде? Несмотря на то, что компоненты нашего блюда очень разные, но у них есть общая природа. Поэтому они будут усиливать и подчеркивать вкус друг друга, что и приведет к настоящей гармонии вкуса. Это мне образец, да? Морковочку нарезаем тоненько-тоненько. Сейчас я буду стараться лучше. А корейцы вообще предпочитают какие блюда? Мясные или овощные? Корейцы предпочитают овощные блюда. Это пошло с древних времен, когда люди занимались земледелием и выращиванием овощей. Но и от мяса мы тоже не отказываемся. Однако мы не готовим из него большие стейки, как в Европе. В нашей стране очень любят блюдо, которое называется пульгоги. Для него мы используем в основном говядину, которую нарезаем очень тоненькими полосочками, замачиваем в соусе, а потом обжариваем. Итак, мы закончили нарезать морковь и сейчас слегка обжарим ее на сковороде, как и предыдущие два компонента. А почему мы овощи, вы говорите, обжариваем слегка, буквально, по чуть-чуть? Они же твердые будут. Когда мы обжариваем овощи по чуть-чуть, они сохраняют свой цвет, аромат и, главное, витамины. Мы с вами не просто готовим, а это у нас школа здорового питания. А много ли вы употребляете рыбы? Как вы знаете, Корея расположена на Корейском полуострове, который с 3 сторон окружен морями. Поэтому в нашем рационе присутствует много блюд из рыбы и других морепродуктов. Итак, мы готовим 4-й компонент. Это колокольчик. Да, это корень колокольчика. Я привезла его из Кореи. Колокольчик даст нашему блюду белый цвет, но в Беларуси его достаточно сложно найти, поэтому можно использовать обычную редьку. Китайский колокольчик, платикодон крупноцветный, в переводе с латинского «ширококолокольчик» – многолетний садовый цветок. Был завезен в Европу в конце 18 века, но широкое распространение получил лишь в начале 20-го. Сегодня является одним из излюбленных цветков садоводов. На Востоке же это растение используют в народной медицине и кулинарии.
зачем нам надо нарезать это вот на такие тоненькие ниточки? Как известно, форма нарезки очень влияет не только на внешний вид блюда, но и на его вкус. И корейцы с древних времен относились к этим вещам очень внимательно. Сейчас мы выкладываем колокольчик на сковороду, присаливаем его и обжариваем тем же способом. Пока мы обжариваем колокольчик, предлагаю вам поближе познакомиться с Южной Кореей. Республика Корея появилась на политической карте мира только в 1948 году в результате раздела древнего государства Корея после Второй мировой войны на северную коммунистическую и южную, которая пошла по общемировому пути развития. Страна с древнейшей историей и культурой, богатой природой и мягким климатом. Она не перестает удивлять и восхищать весь мир. Республика Корея за полвека преодолела пропасть между нищетой и процветанием. Из беднейшей страны мира, как по волшебству, превратилась в экономического гиганта. Этот феномен так и назвали – «Корейское экономическое чудо». И на сегодняшний день Корея занимает 7-е место в мире по уровню экономической прибыли и 9-е по общему объему торговых операций. Теперь она сама оказывает помощь более чем 130 странам мира. Главное достояние и гордость Кореи, конечно же, люди. Чудо состоялось именно благодаря их труду и таланту. Эта страна удивляет нас не только своими экономическими достижениями. Корейские спортсмены, художники, архитекторы и кинематографисты известны во всем мире. А недавно песня «Gangnam Style», порвав все каноны и обставив мировые хиты, стала феноменом поп-музыки. 178 миллионов просмотров в интернете только за 2 первых месяца. Наверное, автор и сам до сих пор в шоке от того, что у него получилось. И мы снова в студии, где продолжаем готовить традиционное корейское блюдо бибимпап. Что мы будем делать дальше? А теперь займемся грибами. Это шиитаке, но для бибимпапа можно использовать любые грибы, которые продаются в магазине. Если у вас есть сушеные грибы, их необходимо хорошенько размочить в воде. Сейчас мы разрежем гриб под наклоном в том месте, где есть уплотнение, и очень-очень тонко нарежем его, как и другие овощи. Шиитаке, или черные китайские грибы, съедобные грибы, выращиваемые обычно на деревьях шии, от которых и произошло название шиитаке. Это первые грибы, которые человек начал выращивать, а не просто собирать. Есть документы, подтверждающие, что они использовались в пищу еще в 199 году нашей эры. Самыми вкусными считаются те, у которых на шляпке есть узор из трещинок в виде цветов или снежинок. Надрез не прямой, а под наклоном. Это мы все делаем для красоты нашего блюда. Да, я еще раз повторю, что традиционные корейские блюда все такие. В первую очередь они должны очень хорошо выглядеть. А еще они очень красочные. Я сейчас как раз вспомнил про вашу резиденцию. Она вся в деревьях, зелени. Да, это действительно так. Наша резиденция очень красивая. С 3 сторон она окружена сосновым лесом, так же, как Корейский полуостров морем. А еще у нас в стране растет много сосен, и мы их очень любим. Когда я вижу эти деревья здесь, то забываю, что нахожусь в Беларуси. Возникает такое чувство, как будто я дома, на родине. Я вижу, Беларусь вам очень нравится. А какими были первые впечатления от нашей страны? Когда я впервые приехала в Беларусь, я обратила внимание на то, что у вас в стране очень хорошо и тихо. Я испытала чувство спокойствия и умиротворения. Нам очень нравится ваш город, и мы с господином послом любим прогуливаться в выходные дни по парку. Кстати, знаете, что я говорю людям, которые ничего не знают о Беларуси? Беларусь – это страна красивых людей. Спасибо большое. Итак, Максим, все овощи уже готовы. Последний компонент, который мы уложим поверх нашего блюда, это яйца. В первую очередь мы отделяем белок от желтка. Вы сказали, что по выходным любите гулять в парках. А какие еще традиции есть в вашей семье? Дома мы обращаемся друг к другу исключительно добрыми словами. Обязательно прощаемся при выходе из дома и здороваемся по возвращении. Когда господин посол идет на работу, мы с дочерьми провожаем его до главных ворот и не уходим, пока он не скроется из виду. Это хорошая традиция. Сейчас я немного посолю и забью желток. Потом мы пожарим его на растительном масле. Белок тоже понадобится, да? Да, с белком мы поступим так же. Никогда еще не жарил яичницу по отдельности. Да, в Корее много внимания уделяют цветовой гамме будущего блюда. Да, чтобы сохранить цвет белка из желтка, мы жарим их около минуты и переворачиваем на другую сторону. Я знаю, на Востоке люди больше радуются, когда у них рождаются мальчики. А у вас в семье 2 девочки.
В былые времена в Корее считалось хорошо, если в семье рождались мальчики, потому что они являются продолжателями рода. А сейчас во всем мире становится более значимой роль женщины, поэтому и рождение девочек у нас тоже приветствуется. Кто в семье главный, муж или жена? Наши женщины всегда обладали большим влиянием, но постороннему взгляду это не было заметно. Знаете, в Корее даже существует такая поговорка: «Женщина – хозяйка всех ключей». Это как у нас. Мужчина думает, что он главный в семье, хотя главная на самом деле женщина. Да, но вернемся к нашему блюду. Все его компоненты готовы. Остался последний штрих – это соус. Мы приготовим его из специальной пасты. Она сделана на основе красного перца чили. В Беларуси ее тяжело найти, поэтому можно обойтись и без соуса. Качхуждан – традиционная корейская соевая паста с добавлением большого количества красного перца чили. Благодаря ему паста обычно имеет темно-красный цвет. Паста сбраживается на улице в больших горшках на протяжении нескольких лет. Сейчас мы обжарим говяжий фарш на кунжутном масле. Что еще мы будем добавлять в соус? К фаршу мы добавим мелко нарезанный лук и чеснок. А какие напитки предпочитают в Южной Корее? Традиционные корейские напитки – это чай и рисовый напиток сяке. А бибимпап, например, можно запить говяжьим бульоном. Это же соус из перца, и блюдо будет очень острым. Да, это острая паста из красного перца, но несмотря на свою остроту, у нее приятный вкус. Когда соус будет готов, думаю, он вам очень понравится. Кстати, готовится он чуть дольше овощей, а сейчас мы добавим к нему немного воды. Я кухни таких ярких красок, по-моему, еще ни разу не видел. А почему в Корее так любят острые блюда? Я думаю, это потому, что большинство из них создавалось как дополнение к рису. Сегодня это стало нашей национальной особенностью. Теперь соус можно выключить и дать ему остыть. Нам осталось только порезать яйцо. И это мы нарезаем на тоненькие полосочки. Конечно, его мы тоже нарезаем очень тоненько. Сколько времени нужно, чтобы полностью приготовить это блюдо в одиночку? Бибимпап готовится достаточно быстро, когда знаешь, как его правильно делать. Но вы готовите его впервые, поэтому вам кажется, что все происходит очень долго. Почему корейцы так много внимания уделяют деталям приготовления? Основа всему – это красота и гармония. Поэтому корейцы очень щепетильно подходят не только к приготовлению пищи, но и к любому другому делу. А сейчас мы ненадолго прервемся и посмотрим еще один увлекательный сюжет о Корее. Корейскую кухню называют одной из самых полезных в мире. Несмотря на свою остроту, она максимально сохраняет естественный вкус продуктов. В современном корейском языке слово «острый» – синоним слова «вкусный», а фирменный огненный оттенок придает корейским блюдам красный перец. Корейская кухня не признает почти никаких ограничений. В корейских ресторанах можно найти любое экзотическое блюдо. Например, щупальца осьминогов, которые продолжают шевелиться на тарелке. Их приправляют специями и подают с кунжутным маслом, чтобы движущиеся кусочки не застревали в горле. А вот что корейцы действительно любят, так это кимчи. Оно популярно настолько, что для корейских космонавтов разработали кимчи, которое удобно есть в невесомости. По мнению диетологов, ежедневное употребление кимчи способствует нормальному обмену веществ. Вот почему у корейцев нет проблем с лишним весом. Что же такое кимчи? Под этим словом может скрываться все, что сдабривается острым соусом. Но самый популярный ингредиент для кимчи – пекинская капуста. В Корее к этому овощу относятся так же, как у нас к картошке, с безграничной любовью. Корейская кухня стала мировым хитом после показа сериала «Тэджангым. Жемчужина дворца». Действие его происходит в Корее в 15 веке. Молодая, сильная духом девушка волею судеб становится лучшим поваром при дворе императора. Но тут по законам драматургии авторы добавляют остроты. Недоброжелатели вынуждают девушку покинуть стены дворца. Чем все закончится, зрители нашего телеканала узнают совсем скоро, посмотрев один из самых популярных и дорогих корейских сериалов, созданных за последние годы. Итак, мы возвращаемся в студию, где у нас уже готовы все компоненты для нашего замечательного блюда бибимпап. Госпожа Юн, что мы делаем дальше? Итак, у нас все готово. Теперь мы можем собрать компоненты нашего блюда в единое целое. Ой, рис какой красивый.
склейки немножко. Это правильный рис. Корочка получилась. Так должно быть? То, что вы видите на дне кастрюли, это важная часть бибимпапа. Этот пригарок называется нурунджи. Когда я была маленькой, нурунджи посыпали сахаром и давали детям в качестве десерта. А если залить его кипятком и немного поварить, получится рисовый чай. У нас блюдо такое тоже есть, я его знаю. Но называется рисовый кисель. Сейчас мы начинаем выкладывать наши овощи на рис. Каждый компонент этого блюда не только отличается по цвету, но и символизирует один из 5 основных элементов природы – дерево, огонь, воду, железо и землю. Попробую угадать. Вот это дерево. Да, конечно, дерево – это зеленый, а папоротник – это огонь. Я, честно говоря, думал, что это морковка огонь. Морковка у нас обозначает землю, а колокольчик – железо. А есть какое-то объяснение, почему морковка яркая, оранжевая, прямо как пламя, обозначает землю, а вот это обозначает огонь? Потому что издавна при обозначении земли мы использовали желтый цвет. Сейчас мы выкладываем грибы, а в середину блюда соус. Его количество зависит от того, сколько мы положили риса. Сейчас мы кладем примерно 1 столовую ложку соуса. Но если вам покажется, что этого недостаточно, вы можете добавить еще немного. Яйцо кладется поверх соуса. Теперь наше блюдо имеет завершенный вид. Но это не блюдо, это произведение кулинарного искусства. Это готовая картина, написанная ингредиентами. Да, получилось очень красиво. Сейчас мы перемешаем бибимпап и можем его попробовать. Даже жалко трогать, так Знаете, красиво Максим, было. несмотря на то, что мы перемешиваем наше блюдо, вкус отдельных овощей остается таким, каким он был. А это блюдо подают порционно? Каждый смешивает у себя получает в по тарелке уже перемешанного бибимпапа. У нас получилась порция как раз на 2 человек. Итак, друзья, у нас все готово, и мы можем приступать к дегустации. Позволите вам предложить, пожалуйста, попробуйте. Было бы интересно, чтобы вы сравнили с моим участием, получилось то же самое, что вы готовите дома или нет. Да, блюдо просто совершенное. Получился? А В Корее палочки у к нас основному зачем? блюду подают много закусок, которые мы едим палочками. Прямо в рот целиком, да? Как вам понравилось наше блюдо? Вы же говорили, не будет остро. Соус, конечно, можно было его положить чуть-чуть меньше. Я чувствовал каждый отдельный ингредиент этого блюда. Спасибо вам большое. Для приготовления бибимпапа необходимо хорошенько промыть рис и варить его около получаса под крышкой, чтобы пар не выходил наружу. За это время нужно нарезать тонкой соломкой по 300 граммов цукини, папоротника, моркови, грибов и корни колокольчика, который можно заменить обычной редькой. Все овощи обжарить отдельно с добавлением кунжутного масла и соли. Разделить белок и желток 2 яиц и взбить их венчиком. За пару минут обжарить каждый омлет с 2 сторон. Отдельно приготовить соус из говяжьего фарша, перечной пасты с добавлением лука и чеснока. Выложить в блюдо рис, а сверху красиво разложить 5 овощей. В середину выложить соус и нарезанные тонкой соломкой омлеты. Украсить блюдо кусочком красного перца. Перед подачей тщательно перемешать все компоненты. Спасибо огромное, мне очень понравилось, было очень интересно и приятно с вами работать. Вы замечательная хозяйка, прекрасная женщина. И вам тоже огромное спасибо за то, что пригласили меня в эту программу. Я рада, что смогла показать белорусским телезрителям, как готовить традиционное корейское блюдо бибимпап. А сейчас, пользуясь случаем, мне бы хотелось передать в адрес Белтелерадиокомпании книги, посвященные корейской кулинарии и истории экономического развития Кореи. Я думаю, это внесет вклад в повышение интереса к культуре и экономике нашего государства и укрепит дружбу между народами. А еще я прошу вас передать такие же книги в Минские гимназии номер 12 и 14, где изучают корейский язык. И пусть такие подарки станут доброй традицией для вашей передачи. Спасибо огромное. Мы передадим эти подарки по назначению. Госпожа Юн, и у нас для вас тоже есть подарки. Пока мы с вами готовили бибимпап, наш художник Михаил Шабалин рисовал ваш портрет. Спасибо большое, мне очень нравится. Так красиво, спасибо. А еще я хочу вручить вам этот букет. Спасибо вам огромное за прекрасный опыт. Итак, друзья, сегодня мы не только научились готовить прекрасное корейское блюдо бибимпап,
Ну и узнали много нового и интересного о замечательной стране Южной Кореи. А на сегодня все. Я, Максим Таборов, прощаюсь с вами. Живите вкусно. И помните, дипломатия бывает разной, даже кулинарной.